Добрый день, друзья! Нежданно-негаданно у меня появилась вот такая орхидея. Мне ее привезли друзья. Кто-то ее выставил в подъезд. Видимо, орхидея отцвела. А что с ней дальше делать, не знают. У нас бывает такое часто. Выставляют на подоконник. Может, кто-то заберет, может, кто-то будет ухаживать. Ну, кто умеет. Вот в одном подъезде нашлась такая орхидея. Что это за орхидея, я не знаю. Опознавательных знаков на ней нет. Предполагаю, что это орхидея от поставщика GMP, потому что на ней есть номер. Мне ее привезли поздно вечером. Не получилось сделать съемку вечером, не получилось сделать съемку на следующий день. Корни у орхидеи были очень сухие, поэтому я ее полила, но сфотографировала для того, чтобы вам показать, в каком состоянии были корни, когда я ее получила. Где-то появятся фотографии, где будет удобно их поставить. Что же это за орхидея? Ну, фаленопсис. Все, что я могу сейчас на данный момент о ней сказать. Без тебя ни одна съемка не обходится. Давай ты не будешь мешать, как всегда. Ложись. Все, ложись, ложись. Все. Пока не полила орхидею, корни все были видны гнилые и вообще непонятно, что там было. После полива показались кое-где зеленые корни. Но кое-где. Здесь все гнилое. Показываю весь горшок. Но все, что я с ней сделала на тот момент, я ее полила. Больше ничего не делала для того, чтобы вам показать все, что я буду с ней делать. А буду я ее просто приводить в порядок. Обрезать сухие корни, которые совсем высохли. Вот искать в горшке, видите, были. Вот они сломались даже уже. Так, руками ничего трогать не буду. Какой-то, наверное, был мох. Высохший уже теперь. Совсем гнилой корень. Его можно, вот сколько я вижу, столько я его и обрежу. Убираю. Так, остатки бутонов. Видимо, листьев. Еще один какой-то корень. Тоже гнилой. Доставать не буду, обрежу только то, что вижу. Вот интересная особенность у него есть. Так, сейчас еще раз смотрю все гнилые корни, которые возможно убрать. Вот еще гнилой корень. Он, правда, уходил в горшок, но начинается вот здесь у основания. Здесь я его вижу и обрезаю от самого основания. И убираю. Грунт. Какой там грунт? Есть кора, есть мох, кусочки торфа. Грунт влагоемкий. Видите, здесь уже зеленые водоросли были. Видимо, заливали орхидею. Полностью поливали. Поэтому водоросли по краю горшка выросли. И есть сухие части листиков. Здесь и с этой стороны орхидеи. Вот эти сухие части листиков я сейчас уберу. Есть чернота на этих сухих частях. Но сначала давайте все уберем, а потом будем рассматривать шею орхидеи, потому что шеи совсем не видно. Чтобы не травмировать орхидею и случайно не достать ее из горшка, я ее придерживаю. Здесь тоже чернота. Я показываю вам, мне с той стороны сейчас ничего не видно, поэтому рассказать не могу. Когда поверну орхидею, тогда все увижу.
Снимаются чешуйки от старых листиков легко. Просто растягиваю в разные стороны и всю эту сухую часть убираю. И увидела еще один гнилой корень от основания. Его тоже нужно убрать. Есть там тяж, нет там тяжа. Он такой гнилой и есть небольшой запах из горшка. Не могу сказать, что сильно там плохо пахнет. Нет, но запах какой-то не очень приятный есть. Да, давайте осмотрим шею. Здесь еще надо убрать. Так. Нет, цвета не видно. Показываю, есть черное пятнышко, но это не пятнышко. Вот черненькая часть. Это корень, который не смог пробиться. Они чаще всего вот под такими сухими листьями чернеют. Но если орхидея начинает расти, из этой черной точки начинает прорастать корень. Еще нашла один сухой корень, но здесь, да, тоже нужно обрезать. Потому что под ним тоже что-то чернеется. Обрезаем и смотрим. О, а под ним открылся хороший корень. И здесь такое же черное пятнышко. Вот я его сейчас все снимаю. Это от старого корня. Так, вот эта чернота рядом с этим корешком вся снялась пинцетом. То есть здесь черного ничего нет. Шея в удовлетворительном состоянии, и кроме вот этой черной точки, из которой не начал расти корень, все остальное зеленое и чистое. Будем надеяться, что из этой точки начнет расти корень. У нее было 2 цветоноса, как мы видим. Видимо, она отцвела. Убираем держатели. И так как орхидея сама не начала засушивать цветоносы, обрезаем цветонос до первой живой почки, не пробудившейся. То есть вот это все были цветы, а вот это первая живая почка. Выше сантиметра на 2-3. Здесь тоже ищем такую же почку. Вот она. И точно так же обрезаем цветонос. Если дорезали до живого, а здесь живая ткань зеленая, обязательно обрабатываем. Я использую перекись водорода, использую еще также молотую корицу или толченый уголь. Но если на ней вредители или нет, нам тоже неизвестно. Поэтому обязательно, все делаем обязательно. С такой орхидеей, которая непонятно откуда попала в коллекцию, точно так же, как и уцененные орхидеи, когда вы покупаете в магазине. Нужно сделать какие-то первичные обработки листьев. Я использую вот такие калийные мыла. Любое из них можно использовать. Это защита от болезней и вредителей. На каждом мыле написано, какие вредители, как разбавлять, что в этом составе есть. Например, если это зеленое мыло, 12% калийные соли, жирных кислот. Состав: натуральные жиры и растительные масла и вода. Это специальное мыло для растений.
Здесь будет использоваться еще деготь. Здесь в табачном мыле экстракт пихты, по-моему, и табака. Любое из этих мыл можно использовать для того, чтобы протереть листья растений. В Европе это просто называется калийное мыло. У нас во всех магазинах есть еще горчичное мыло. У меня просто его нет. Можно любое из этих использовать флакончиков, чтобы протереть листья, чтобы защитить немного наше растение, потому что мы не знаем, откуда оно к нам, ну, ко мне, по крайней мере, попало. Можно развести по инструкции, если вам нужно много. Мне нужно совсем чуть-чуть на одно растение. Давайте я сегодня буду использовать дегтярное мыло. У него запах дегтя. Я его не очень люблю, но оно очень действенное. У меня 50 мл воды, пол чайной ложки. Вода всегда теплая, от 28 до 32 градусов. Ватный диск. И протереть все растение, все листики с двух сторон. Основание орхидеи все протереть. Если остались цветоносы, обязательно цветоносы протереть. Со всех сторон, с небольшим нажимом протираем всю орхидею. Забыла убрать. Здесь в точке роста, по-моему, тоже какие-то бутончики попались. Ну, какой-то мусор. Вот он есть. Я его сейчас уберу. Вот смотрите, не получается убрать пинцетом. Попробую тонкой палочкой. Надо же еще не поранить точку роста. Вот, весь мусор удален. Это мыло потом не смывается с орхидеи. И если водичка попала в точку роста, а у меня попала вода в точку роста, можно взять салфетку, так уголочком небольшим свернуть, положить в точку роста. Сейчас салфеточка все впитается. Посмотрите, орхидея в горшке очень сильно болтается. Можно поставить опять назад держатель, укрепить ее. Желательно, чтобы такая орхидея не болталась в горшке. И вот так она будет стоять. Орхидеи не любят вот эти все лишние движения для них. Да, когда ветер, когда она хорошо прикреплена к дереву, я-то точно не буду ее снимать, переставлять. Вот я сейчас ее поставлю в одно место, и там она у меня будет адаптироваться. А если вы ее снимаете, переставляете, вот эти все шатания и болтания орхидеи не очень нравятся. Хотела вам еще показать, как здесь интересно рос цветонос. Вот такая петля, а потом цветонос пошел вверх. Вот это все, что я делаю с такой орхидеей. Оставляю ее в покое, даю ей адаптироваться, поливаю по краю горшка и смотрю, как она будет растить дальше корни. Мы делаем с вами всякие разнообразные эксперименты, но сейчас я даже с гнилыми корнями орхидею не разбираю. Есть на канале 5 орхидей, которые мы с вами смотрим динамику уже более 2 месяцев. И, по-моему, перед Новым годом покупала такой желто-зеленый биглип.
который тоже уже показывала не один раз. Я все ссылочки обязательно оставлю в правом верхнем углу экрана, для того, чтобы вы могли посмотреть, какая динамика у орхидей, когда мы не разбираем их из покупного горшка. И даже если влагоемкий грунт, и если просто в коре, и нам кажется, что орхидея сейчас начнет погибать. Например, вот эту орхидею я купила для того, чтобы она не погибла в магазине. Корней у нее видно вообще не было в горшке, да их и сейчас не видно. Есть один единственный корень сверху. Ну, посмотрите, что с ней произошло за 2 месяца. Я вам в прошлый раз показывала, говорила, начали расти корни. Вот уже второй корешок показался. Набрала она тургор листиками. Вот этот листик, правда, у нее пожелтеет. Ничего пока не происходит с ростом листа. Этот лист не вырастет. Она начнет растить новый лист, а этот лист так и останется такого размера. Распустила она 4 бутона. А вот те цветы, с которыми я ее покупала, она сбрасывает. Так что с этой орхидеей мы поступим точно так же. И, конечно же, будем наблюдать за ее динамикой. А еще, если зацветет, то очень интересно, что же это за орхидея мне досталась в наследство. А пока мы с вами не знаем, как называется эта орхидея, ну, кроме того, что это фаленопсис, давайте назовем ее подкидыш. Если вам интересно узнать будет историю об этой орхидее, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Я обязательно раз в месяц ее буду показывать, и вы все узнаете, как растут орхидеи с гнилыми корнями. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!